Очень приятно, когда наши издатели обращают внимание не только на самые свежие новинки, но и на те игры, которые они когда-то по какой-то причине пропустили. А потом она появляется на русском языке. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, на столе у меня сегодня Monasteриум. Это игра, у которой есть история, связанная немножко с нами даже. Эту игру мы показывали в рамках стримов по Spiel Digital. Это была такая настольная большая выставка в цифровом виде, и российскую часть, русскоязычную, проводили у нее мы. И вот тогда там эта игра впервые приехала, и на нее обратили многие внимание, но почему-то ее до недавнего времени никто не хотел локализовать. А игра, кстати, очень достойная и с интересными механиками. По предыстории этой игры, в какой-то европейской долине есть 5 монастырей. Туда вы хотите отправить своих послушников для того, чтобы именно ваши ученики заняли как можно более важные места в этих самых монастырях. И у вас будет передвигаться такая вот лошадка, возница по дорожке вдоль этих монастырей. Вы будете собирать специальные ресурсы, влияние для того, чтобы ваши послушники отправлялись туда как в часовни, так и в рабочие мастерские, а также строить свой собственный витраж, очень красивый, получая ресурсы из разных монастырей. Для этого вы будете бросать кубики и разбирать их постепенно, выполняя действия за каждый кубик, который получили. И вот сердце этой игры, сердце механики кроется в том, как раз как вы эти кубики выставляете на игровое поле и как вы их потом забираете и используете. Обо всем подробнее давайте разбираться, как играть в Monasteриум. В игру могут играть от 2 до 4 игроков. На обратной стороне поля для 2 игроков, в нем некоторые монастыри немножко меньше. Один из игроков получает жетон первого игрока и начинает ходить. Каждый игрок получает себе один кубик своего цвета, и в зависимости от количества игроков разное количество кубиков белого цвета. Игра разбита на фазы. Первая фаза — это тогда, когда все игроки будут выставлять игровые кубики свои вот на эти ячейки. Вторая фаза — это когда они будут их разбирать и выполнять действия. И третья фаза будет такая вот финальная некоторая. Каждый игрок в свой ход бросает свои кубики все и выбирает из них кубики с одним номиналом. Вот у меня выпали все кубики разных номиналов, и я могу выбрать любой из них один и выставить на ячейку с соответствующим значением. То есть, если бы я взял бы четверочку, я поставил бы его сюда, если бы я взял троечку, я поставил бы ее сюда, если бы я взял двоечку, поставил бы ее сюда. Но если бы у меня выпало 2 двоечки вот так, и я хотел бы выставить двойки, я поставил бы обе сюда. То есть берем все кубики одного значения и выставляем. Далее делает второй игрок. Он, например, решил выставить все троечки и оставить все двойку. Третий игрок, он выставляет 2 четверочки себе. И далее опять делаю это я. Я бросаю 2 своих кубика. И у меня опять выпали двойки. Мне не хотелось бы ставить лишние кубы на двойки. Поэтому я использую жетон переброса и переброшу эти кубики. Вот, у меня выпала четверка и пятерка. Поставлю пятерку, четверку оставлю. Этот бросает, выставляет четверочку еще сюда. Этот бросает, выставляет двоечку сюда. Я бросаю, выставляю единичку, а у него, например, выпала шестерка и вышла сюда. На этом первая фаза заканчивается. Это очень важная часть игры, где вы определяете, какие действия вам будут нужны и где вы конкретно будете ставиться. Потому что чем больше кубиков вы ставите в одну ячейку, тем больше вероятность того, что вам достанутся кубики из этой ячейки. А ячейка важна. Во вторую фазу мы начинаем эти кубики разбирать, и разбираем мы их в любом порядке, но важный момент в том, что вы выбираете только одну ячейку и берете из нее от 1 до 3 кубиков, соответственно, одного и того же номинала. Но если есть кубик вашего цвета, вы обязаны брать сначала их. То есть я не мог бы взять, например, даже если бы здесь лежало вот так вот 4 куба, я не мог бы взять 3 белых. Я должен был бы взять сначала красное, а потом вместе с ним еще добирать и белые. Ну, допустим, я возьму вот эти кубики. После этого я выполняю действия, связанные с этими кубами. Как это работает? Я кладу их сюда и начинаю по одному использовать. Один использовали, двоечка. За двоечку мы получаем 1 чайничек. Еще раз за двоечку получаем 1 чайничек, и еще раз за двоечку получаем 1 чайничек. Каждое действие связано с тем, что у вас написано в соответствующей ячейке на вашем планшетике. И они достаточно простые есть, но есть и более комплексные. То есть это ресурс, приносящий действие. Использовали двоечку, получили чайничек. Использовали троечку, получили влияние. Влияние у нас здесь в виде вот таких вот портретиков. Использовали четверочку, получили четки. Четки — это тоже такой вот ресурсик у нас. Использовали пятерочку, подвигали свою возницу на 1. Я не просто так пропустил первое действие, потому что оно в игре одно из самых важных. Возницу мы двигаем на 1. Как только мы используем возницу, она двигается куда-то, и она нам дает несколько возможностей. Во-первых, она нам дает возможности присутствия в монастырях. Видите, у нас от возницы, от того места, где она есть, идут дорожки к монастырям.
Это значит, что в этот и в этот монастырь я смогу отправлять своих послушников, вот этих вот мипликов. А во-вторых, когда она приезжает на какую-то ячеечку, она сразу может использовать какое-то дополнительное действие или получить какие-то дополнительные ресурсы. Вот здесь, например, нарисовано, что я могу использовать любое действие, я могу, например, использовать ту же самую единичку. Вот здесь я могу взять витраж из любой церкви. Вот здесь я получил бы себе в запас один дополнительный кубик своего цвета. И отсюда потом, за одно дополнительное движение, я уже поехал бы обратно сюда и поехал снова по этой дорожке, получать все. И когда вот я заберу оба своих кубика дополнительных из резерва, каждый раз, когда я буду приезжать сюда, я буду получать 5 победных очков. Такой приятный бонус. Но вся игра строится, в том числе вокруг первого столбца. Первый столбец позволяет вам отправлять послушников. И цена их отправки указана вот здесь. У нас каждый монастырь разбит на 3 зоны. Первая зона – это зона часовни. И туда мы можем отправлять послушников вот этим действием. Для этого нужно много влияния. Первого послушника, которого мы отправляем, нам нужно будет заплатить 1 влияние. За второго 2, а за всех последующих 3. То есть нам нужно набрать достаточно много влияния для того, чтобы отправлять туда послушников. И тогда просто наш послушник из этого ряда встанет в часовенку и будет молодец. Но в данном случае я не мог поставить его в эту, я мог поставить бы его вот в эту, если бы мне хватило бы ресурсов. В данном случае 1 влияние. Я мог бы его отправить туда. При этом я могу брать послушника из любого столбца, из того ряда, который я оплачиваю. То есть я могу взять вот этого или вот этого. И за отправку послушников в часовню я беру витраж из этой часовни. Отвлечемся немножко на витражи. То есть, допустим, я отправил сюда вот послушника. Сразу получил витраж из этой часовни. И я его представляю себе в любую ячеечку. А за то, что я его представил в любой ячейке на своем окне, я получаю сразу бонусы, которые указаны либо здесь, либо здесь. А если здесь, то либо здесь, либо здесь. Важный момент в том, что если я получу вторую часть витража, я могу пристраивать ее либо, опять же, в первом столбце, либо идти от тех витражей, которые у меня уже есть, направо. То есть могу поставить ее сюда или вот сюда. Но если бы я получил третью часть витража, вот сюда я ее пристроить бы уже не мог. И сюда бы я ее пристроить не мог. Потому что витраж должен быть красивым, и одинаковые узоры не должны быть прям рядом с другом. Но вот сюда поставить бы ее мог и также получить бы бонусы. Полностью заполненные столбцы и ряды витражей дают победные очки и дают их достаточно много в конце игры. Вторая часть монастыря, которая мы есть, это внутренние помещения. Это вот такие вот. Они бывают 3 типов, это 3 вида мастерских. Первое, где мы готовим еду, они обозначаются чайничком. Второе, где мы пишем книги, они обозначаются книжками. И третье, это ремесленная мастерская, которая обозначена молоточком. Чтобы отправить туда послушников, мы используем первый или второй ряд. И здесь цена немножко разная. Во-первых, если мы используем из первого ряда, то нам нужно заплатить 2 вида ресурсов, которые мы отправляем. Это такое подношение и показание того, что наш послушник умеет делать эту работу. Плюс 1 влияние. Нам надо сказать, что, ребята, это хороший послушник, наше слово нашего монастыря. Он отправится к вам работать и будет молодцом. А если мы отправляем из второго ряда послушников, то нужно будет заплатить 3 ресурса. С чем это связано? Эти послушники, когда уходят, открывают нам дополнительный функционал для вот этих действий. И функционал это действует следующим образом. Если, например, вот так вот, я этих всех уже открыл, где-то выставил их на игровом поле, то у меня появляются дополнительные виды действий. И если в следующий раз я возьму себе 3 двоечки, я могу потратить их как на это действие, так на это, так и на это. И действия здесь все абсолютно разные. Они на всем планшете очень полезны. Отправлять послушников из любых столбцов очень важно и нужно, потому что иногда круто взять 3 куба и делать за счет этого разные действия. То есть, например, пойти в четверки, взять себе четкие влияния и подвигать сразу гвоздницу на 2. Или, например, здесь взять себе котелочек, взять себе четки и сразу же отправить еще одного послушника, причем со скидкой в 1 влияние. И вот на этом вы комбинируете себе различные эффекты и фактически строите свой планшетик, улучшая действия, которые у вас есть базовые. При этом получаете влияние себе еще и здесь. Потому что в конце игры ваши послушники будут приносить вам победные очки, если они хорошо сидят в монастырях. Но есть еще и внутренний двор. И вот во внутренний двор можно отправлять только из 4-го ряда своих послушников. И для этого вам нужно будет тратить много-много четок. 1, 2, 3 и так далее. Этот послушник отправляется во внутренний двор, но для того, чтобы туда отправиться, ему нужно некоторое подкрепление. Нужно иметь мастера в одной из мастерских, которые там уже есть. Соответственно, вот сюда вот просто я выставить бы не мог, но мог поставить к своему послушнику вот этому сюда. Потому что из этой комнаты дверка идет во внутренний двор. Мы поставили его туда. За то, что мы открыли послушника в последнем ряду, мы берем себе вот этот вот жетончик и переворачиваем его на обратную сторону.
Теперь каждый раз, когда я буду выполнять вот это действие, я буду получать по одно победное очко, что тоже классно. Опять же, освобождение в данном случае, в отличие от заполнения вот здесь, освобождение целого ряда послушников позволяет нам получить дополнительного послушника и отправить его куда угодно, ну там, где мы можем его отправить, и при этом не платить никакие дополнительные ресурсы. То есть просто взять и бахнуть его, например, вот сюда, или вот сюда, или вот сюда. Важный момент в том, что все эти локации достаточно важны для следующих вещей. Во-первых, вы будете получать победные очки за них в конце игры, а во-вторых, у вас есть задания. Задания — это специальные карточки, которые 4 будут лежать на размещение ваших миплов на игровом планшете и 2 на выполнение каких-то особых условий к концу игры. В данном случае у нас к концу игры сказано: откройте все 3 кубика своего цвета, то есть если у меня в конце игры будет вот так вот, то я получу 8 победных очков. Или отправьте 12 послушников, а можно сделать и то, и то. Другие 4 задания говорят нам о том, что нам нужно иметь послушников в определенных местах, в определенных монастырях. В частности, вот это говорит о том, что нам надо иметь 3 послушников вот здесь, но только во внутренних помещениях, в мастерских тех самых. Если я поставлю здесь 3 послушников, я, соответственно, выполнил этот квест. И эти задания на скорость. Кто первый выполняет эти задания, тот и получает больше очков. Он возьмет свой жетончик и положит вот сюда, например. Если выполнит, конечно. Но не так-то просто отправлять их туда. Как я уже сказал, нужно, чтобы ваша возница до тут дошла. То есть рано или поздно она пробежит по всем монастырям. Вы сможете выставлять, например, вот сюда и вот сюда. Далее поедете вот сюда по этой дорожке и сюда по этой дорожке. И рано или поздно догоните до последнего монастыря. Но если у вас в часовне уже сидит ваш послушник, он обладает достаточным влиянием в этом монастыре, чтобы принимать ваших послушников, даже если ваша возница не находится рядом. То есть, если у меня здесь стоит мой миплик, то я смогу в этот монастырь отправить своего мипла-послушника в любое время, когда буду отправлять миплов, действием отправить миплов, то есть послушников. И кажется изначально, что игра очень простая, правила в ней простые и короткие, и все, что вы делаете, это, соответственно, разыгрываете кубики. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях, потому что половина игры содержится вот в этой части. Вы будете смотреть и наблюдать за другими игроками, какие кубы им нужны, куда они будут ходить, стараться свои кубики своего цвета оставлять напоследок, потому что вы их всегда заберете себе, и никто другой не сможет их забрать. Стараться использовать кубики Джокера, потому что шестерка является Джокером, но брать ее из этой ячейки можно только одну, сколько бы их там ни было. При этом вы берете ее и выполняете любое одно действие. И вам нужно планировать свои действия в определенном порядке. Вы смотрите, что у вас, например, сейчас не хватает ресурсов на то, чтобы отправить послушника в часовню, куда вам надо очень отправить его. Но при этом это часовня вот того монастыря. То есть сначала вам надо будет догнать туда вашу возницу, потом, соответственно, еще получить по ходу где-то ресурсы эти, и только после этого отправлять туда послушника. А вдруг к тому моменту, когда вы приедете туда, у вас будут ресурсы, то кубиков на единичке уже не останется. Надо будет придумать другой способ. Можно было бы использовать шестерку, но шестерка уже тоже уехала. Но если у вас хорошо прокачан планшет, вы сможете это сделать за двоечку вот этим действием. Поэтому прокачка планшета тоже важна. В конце игры вы будете подсчитывать победные очки за сразу множество вещей. Во-первых, вы получаете 5 победных очков за каждый монастырь, в котором у вас послушников больше, чем у любого другого игрока. То есть отправляйте как можно больше в разные монастыри и смотрите за тем, чтобы ваших там было больше, чем чужих, потому что если там уже 5 других послушников, и вы не выполняете условия задания одной из этих карточек, направляя туда еще одного послушника, может быть, не стоит туда отправить вообще никого. Во-вторых, вы получите победные очки, если у вас есть послушники в часовне и во внутреннем дворе. Вы их перемножите, умножите на 2, получите за это победные очки. В-третьих, вы получите победные очки за размещение в различных монастырях. Если вы есть в каждом монастыре, много-много очков, целых 15 штук. Это прям дофига. А также получите победные очки за оставшиеся у вас ресурсы. И при этом игра заканчивается, когда вы отыграли 3 раунда. В каждом раунде каждый игрок будет первым игроком 1 раз. То есть вы будете, если играть втроем, 3 раза забрасывать кубики и выставлять их сюда. Если играть вчетвером, 4 раза будете забрасывать кубики, выставлять их сюда, разбирать, выполнять различные действия. Эта игра очень хитрая. В ней вам нужно следить сразу за несколькими вещами. Вам нужно следить за тем, какие кубы кому нужны. Вам нужно следить за тем, кто каких мипов куда выставляет. И вам нужно смотреть обязательно, кто выполняет какие-то цели раньше вас. И, возможно, поспешить и выполнить их раньше других игроков. Иногда, возможно, стоит пожертвовать возможностью прокачать себе планшет, но при этом получить те самые ресурсы, которых вам не хватает, для того, чтобы сделать что-то другое или продвинуть лошадку, для того, чтобы получить дополнительный кубик, получить дополнительные победные очки и так далее. Лишние кубики, лишними в игре с кубиками, конечно, никогда не бывают, и получить свои кубы, то есть прогнать вашу возницу как можно быстрее по дорожке хотя бы 2 раза, очень важно.
При этом, пока он едет по дорожке, вы можете как десантник разбрасывать своих послушников в проезжаемые вами монастыри, чтобы они там оставались. И если они подают в часовню, то вам даже в следующий раз не нужно будет навознице подъезжать туда, чтобы отправить туда новых послушников. А отправление их — это очень важно. Прокачивайте себе планшет. Обязательно стройте себе витраж и постарайтесь заполнить его полностью. И, конечно же, старайтесь попасть хотя бы в каждый монастырь по одному разу, а иметь преимущество будет очень желательно. Поэтому, если вы хотите себе хорошую, крепкую евро-игру на механике разбора кубов, которых не так много, кстати, на нашем рынке, то могу порекомендовать вам Monasterium. Попробуйте, вам она обязательно понравится. А в новой редакции она еще и с двуслойными планшетами очень красивыми, с миплами, с принтами на них, с дополнительными всякими элементами, на которых тоже есть принты напечатанные, и даже дополнительным модулем, который немножко облегчает игру для новичков, потому что дает возможность получать дополнительные различные эффекты, которые нивелируют элемент некоторые ошибки, которые вы могли совершить. То есть, в частности, вы иногда могли неправильно положить себе сюда тайлы, и так, что себя заперли, и вот с этим уже ничего не поделаешь. В модуле игры у вас выкладывается специальный жетончик на дорожку, и каждый раз, когда ваша возница добегает до него, это магазин, она может приобрести для вас, совершенно не тратя никаких ресурсов, один из таких вот жетонов. Эти жетоны дают абсолютно уникальные и очень мощные действия. Подкручивание кубов, выставление витражей туда, куда вы не могли бы их выставить, отправки ваших послушников туда, куда вы их не могли бы отправить, и так далее, и так далее, и так далее. Все действия очень полезные и очень приятные. При этом есть даже действия, которые позволяют вам перемещать кубики между вот этими вот ячейками. Если вы понимаете, что вам чего-то будет не хватать, вы можете просто кубик из одной ячейки переместить в другую и использовать его как уже другой кубик. Очень приятный модуль, необычный, но если вы уже хорошо играете в игру, я бы, наверное, играл бы даже без него, потому что без него игра становится напряженная, ее нужно считать, и это, в принципе, показатель хорошей евроигры. И это все, что я хотел сказать сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Лисмедиа. Всем пока.